Добрый день, друзья! Сегодня воскресное видео «Вопрос в копилку». Светлана Крамарюк просит объяснить про мельтонии, какая нужна им влажность. У нее, например, 65% влажности. У вас очень хорошая влажность для мельтонии. Но почему-то усыхают корешки или не растут росты. Никогда не нужно забывать, что мельтонии имеют период покоя, как и камбрии. А в период покоя им нужен наименьший полив. Они не растят в это время роста и не растят корешки. Поэтому, если ваша орхидея вдруг растила маленькую детку, ростик, и вдруг замерла, то подумайте о том, что ее не надо в этот момент брызгать сильно или поливать сильно. Может быть, она ушла в период покоя. И у камбрии мельтонии бывают разные периоды покоя. Бывают осенние, бывают зимние, весенние. Они все по-разному реагируют на время года. И не обязательно это должно быть, например, зимний период покоя. Бывает и летом. Вот у меня сейчас одна из камбрий, она ушла в период покоя. Она перестала растить рост и перестала давать корешки. Значит, начался период покоя. И в этот момент обильного полива делать нельзя, иначе она начнет загнивать. Присмотритесь, вот за всеми растениями присматриваться, наблюдать и делать выводы из этого стоит. А влажность у вас великолепная для мельтонии. Ссылку на плейлист о бульбовых орхидеях я оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео. Алена Бабушкина. Стоит ли обрезать цветоносы, которые не пробуждают почки и не засыхают, стоят чистоколом, еще оранжерейные? Многие пробудили почки и цветут, а есть задумчивые. После покупки, когда орхидея отцвела, я не срезаю цветонос, обрезаю только верхнюю часть, где были цветочки. После того, как вы их пересадите, когда остаются цветоносы, не обращаю внимания на то, что есть еще цветоносы. Я их пересаживаю, если есть раскукленные корни. Даже с этими необрезанными цветоносами. Пробудила почку, пробудила. После пересадки я начинаю поливать их с удобрениями и с большим количеством азота. Вполне возможно, что в этот момент они и пробудят почки, а вполне возможно, что и нет. Ведь мы с вами никогда не знаем, чем поливают садовники, какими они стимуляторами, гормонами обрабатывают наши орхидеи. Про гормоны тоже есть видео, поэтому тоже будет ссылочка. И вообще все ссылочки, которые будут появляться в правом верхнем углу экрана, чтобы каждый раз я об этом не говорила, это будут те мои подсказки, в которых я более подробно рассказываю о том или ином уходе за орхидеями. Так вот, я обрезаю цветоносы, которые не дали почек, только тогда, когда начинаю удобрять для цветения, то есть монокалий фосфат. Это то удобрение, которым я стимулирую орхидеи к цветению. И вот в этот момент, если ничего не произошло, цветонос не засох и не дал никакого продолжения цветения, я их обрезаю. Обычно у меня это бывает в сентябре-октябре. Татьяна Костюкова интересуется, когда безболезненно можно перенести орхидею в другое место. Если ваша орхидея собирается цвести, то ее беспокоить не стоит. Но когда она распустила хотя бы 2-3 цветочка, вы можете ее безболезненно перенести в другое место. И, конечно, когда она отцвела. Я очень часто меняю орхидеи на полках. Например, отцвела орхидея, я ее ставлю в то место, где я буду все орхидеи поливать с удобрением, чтобы одну орхидею не снимать с полки, другую вот не делать таких поливов. Это этим, это другим. Если цветущие орхидеи, я их не удобряю и ставлю вместе все. А если не цветущие, переношу в другое место. Это получается совершенно безболезненно. И точно так же перед цветением, когда я хочу сделать, например, вот на этой полке у меня будут одни мини-орхидеи, на этой полке будут одни орхидеи с ароматом. Тогда я выставляю их на полки, где они у меня будут зацветать, и начинаю поливать монокалий фосфатом.
И тогда я уже их не трогаю. Выпустили цветоносы, никогда не переношу орхидеи и даже стараюсь не менять их положение по отношению к свету. Галина Шаулка. Все удобрения для орхидей, которые я смогла найти в Польше, содержат всего 5% веществ. Как по мне, бесполезная трата денег и отсутствие пользы для растений. Но есть жидкий навоз для орхидей. Какой из зол выбрать? Галина, не обязательно использовать удобрения для орхидей. Есть видео в моих плейлистах, где я рассказываю, что нужно научиться читать, что написано на упаковочке удобрения, какие ингредиенты. Это может быть комплексное удобрение, это может быть любое удобрение универсальное. И не обязательно это будет для орхидей. Удобрения для орхидей – это чаще всего маркетинговый ход. У нас есть вот такие удобрения для орхидей, например, вот это, в котором маленькое содержание азота, фосфора, калия. В процентном содержании азота всего 4%. Фосфора 2,5, калия 7. Это маленькое содержание азота, фосфора и калия. Но оно все равно подходит для орхидей. Как, впрочем, подходит и для остальных других растений. Поэтому присмотритесь к тому, что у вас продают. Может быть, есть универсальное удобрение. Поищите удобрение с микроэлементами. А сколько в нем процентов, если вы начнете поливать даже вот с этим маленьким процентным содержанием, все равно ваши орхидеи обрадуются. А то, что касается навоза, но я не уверена, что вы сделаете правильную дозировку. И такими удобрениями можно пользоваться, ну как всеми гуматами, раз в 3-4 месяца, а это очень мало. Меньшее из зол, вернее, лучшее из зол – это выбрать хорошее удобрение. И еще один вопрос от вас. Очень у многих орхидей посажены в прозрачные горшочки, но эта конструкция стоит в декоративных непрозрачных горшках. Растут бедолаги, но выглядят жалко. 2-3 листика и цветут, видимо, от отчаяния. Можно ли так мучить растения или им все равно? Но фаленопсисам не все равно. У них корни участвуют в фотосинтезе. Поэтому желательно их посадить в прозрачные горшки. А то, что касается 2-3 листиков, есть такие орхидеи, которые больше 2-3 листиков и не растят. И у меня есть такие орхидеи. Минкар – это просто яркий представитель этого семейства. Он обязательно после цветения сбрасывает парочку листиков. Потом потихоньку за 2-3 месяца наращивает новых 2-3 листика. У него всегда не более 3 листиков. Но при этом он цветет хорошо. И корешки неплохие. Лучше посадить фаленопсисы в прозрачные горшки. Для них это более приемлемо, потому что они в природе растут с воздушными корнями, и они всегда участвуют в фотосинтезе, на них попадает солнце, туман, дождь, роса, они во всем участвуют. Поэтому лучше прозрачные горшки для них. Ольга Симонова. Вы говорили, что не опрыскиваете воздушные корни у орхидей, а они у вас такие хорошие, жирненькие, а у меня какие-то сухие. Почему? Нужно ли все-таки их опрыскивать? Я действительно никогда не опрыскиваю корни от орхидей, и причина не только в том, что они у меня толстенькие, жирненькие, просто вот эти полки, они не дерево, а как сейчас прессованные, не знаю, опилки, наверное, если правильно я называю это. И если я, не снимая, буду опрыскивать все эти корни, то у меня эти полки просто придут в негодность. Поэтому я в какой-то момент ушла от опрыскивания. Это, наверное, было, ну, не только эти полки, у меня и другие такие полки есть. Поэтому я ушла от этого, от опрыскивания. Это было, может быть, лет 5-6 назад. И с той поры вообще не опрыскиваю ни листики, ни корни. Влажность в квартире у меня всегда 35, вот в период отопления. В период жары 35% влажность. Это максимально.
Да, когда идет дождь, я стараюсь открыть окна для того, чтобы была какая-то влажность больше там 77%, вот именно во время дождя, я никогда не видела. Корни растут. И когда я поливаю, заливаю горшок, я же сверху поливаю, вот в этот момент я могу опрыскать эти корни. Но чаще всего я и этого не делаю. Когда обрабатываю от вредителей, тогда все равно попадает вода на корни. Но вот это редкие моменты, когда попадают на воздушные корни влага. А так, ну, все, что они могут взять в квартире. Вот больше ничего не делаю. Но если вам хочется очень опрыскивать эти корни, не забывайте о том, что вся влага, которая попадает в горшок, она будет увлажнять у вас и внутренние корни. И в этот момент, если этой влаги будет очень много, могут быть загнивания корней, которые находятся в горшке. Еще один нюанс, который может быть. Корни могут быть молодые. Как на этом растении? Это корни молодые. Но когда-то же они начнут стареть. А вот когда они начнут стареть, они начнут потихоньку усыхать, потому что у каждого корня есть свой срок жизни. У кого-то полгода, у кого-то 2,5 года. У меня есть цветок, на котором большое, очень большое количество корней. Но так как он их нарастил примерно 2 года назад, они тоже потихоньку усыхают. Но когда усохнут совсем, я их просто обрезаю. Виктория написано по-гречески. По-гречески я точно не читаю. Можно ли поливать орхидеи деионизированной водой, которую заливают в утюг? Очень интересный вопрос. Вот даже бы никогда не додумалась, что можно еще и такую воду использовать. Вот эта вода, она, конечно, хорошая, она очищенная. Это для того, чтобы в утюге не было накипи. Но вы уверены, что к этой воде не добавлены никакие примеси именно для того, чтобы не образовывалась накипь в утюге? Вот если вы точно знаете, что эта вода чистая, но она еще и дорогая, видела я как-то такую воду, продают у нас в супермаркетах, даже не подумала, что можно ей орхидеи поливать. Даже в утюг не купила. Потому что я даже для утюга использую воду, опять же, из фильтра обратного осмоса. Она такая же чистая, никаких накипей у меня в утюге нет. И дороговизна этой воды, ну что проще, или фильтр, или кипяченая вода. У нас продают дистиллированную воду в аптеках. В Ашане продают дистиллированную воду для аккумуляторов. Но все равно она дорогая, эта вода. Вот можно придумать все, что угодно, но проще всего прокипятить вашу обыкновенную воду и поливать ей орхидеи. Не знаю, для чего нужно делать лишнюю трату денег. А пользы может быть и никакой. Это будет просто чистая вода. Только в том случае, если в ней нет никаких добавок. Ольга Фомина. Можно ли удобрять орхидеи, когда они еще не пересажены, а находятся в покупном горшке? Я этого никогда не делаю. Причин несколько. Во-первых, садовник столько заложил удобрений, гормонов и всего остального в эту орхидею, что она потом еще год вычухивается от этого всего. А чаще всего, вот пример. Вот орхидея еще в покупном горшке. Куплена зимой. Некогда мне ее пересадить. Она выпустила цветонос. Я ее не удобряла. Она распустила цветы. Вот представляете, сколько в ней заложено этих удобрений и гормонов, что она без каких-то либо удобрений от меня уже цветет.
Вот пока это все из нее выйдет, зачем же ее еще чем-то удобрять? Ну, когда пересадили, когда убрали этот грунт, когда нужно, чтобы орхидея начала расти, пересаженная, тогда можно удобрять. А сейчас вот что делают орхидеи. И у меня не одна такая орхидея. Они доращивают цветоносы, они распускают цветочки, они еще не пересажены, и я их не удобряю. Не надо торопиться. Не надо торопиться ни с удобрениями, ни с пересадками. Кстати, вот эта орхидея, она даже корни еще расти не сильно хочет. Потому что она начала расти корни, потом их закуклила, потому что начала цвести. Начала выпускать цветонос, корни перестала расти. Сейчас распустила цветонос. Надеюсь, что начнет опять заниматься корнями. В горшке есть небольшое количество корней растущих, но есть и гнилые корни в горшке, при этом она цветет. И я ее ничем не удобряла. Ну, это как пример. Ригиналт. Расскажите, пожалуйста, про сорта фаленопсиса, какие, на ваш взгляд, неприхотливые в уходе, какие сорта, расцветки. Чармер и пират мне очень нравятся, и биглипы. Как, по-вашему, они в уходе? Чармер и пират – прекрасные, беспроблемные орхидеи. Про биглипы я рассказывала буквально в прошлом видео. И вот такой объемный вопрос я стараюсь в каждом, ну или в каждом видео, или хотя бы через видео показать какие-то свои орхидеи. Например, показывала, чем стандарт отличается от мини-орхидеи или миди-орхидеи. Рассказывала уже, какие сорта, по-моему, тоже в ответах и вопросах рассказывала, прям уделила этому внимание, какие сорта ароматные, какие сорта непроблемные. То есть я стараюсь понемногу рассказать, ну, почти в каждом видео о каком-то сорте орхидеи, о биглипах и о редлипах. Недавно, вот посмотрите, ссылочку я оставляю, посмотрите, я о них очень много и подробно рассказала. Так что просто смотрите видео, и вы получите всю информацию. Алилак. Все удобрения надо разводить в большом количестве воды. У меня всего 5 орхидей, и мне надо всего 3 литра жидкости. Я буквально наливаю по 700 грамм в каждое. Все очень просто. На литр чаще всего используется от 1 до 1,5 грамма удобрений. Если вам нужно 3 литра, то это 3 грамма на литр. Если вам нужно 2,5 литра, то есть меньше, значит это 2,5 грамма. Если вы пользуетесь сухими удобрениями, то в 100 миллилитрах воды разбавляется 1/10 грамма. Если вы пользуетесь жидким удобрением, и здесь, например, 10 миллилитров на 1 литр воды, то в 100 граммах у вас будет 1 миллилитр удобрения. Пользуйтесь шприцем. Все очень удобно. На каждые 100 грамм можно рассчитать, какое нужно количество удобрения. Удобрения разведенные не хранятся. Причем, если вы полили цветы, то все это выливается. Я не использую повторное удобрение, дабы не заразить. Ну, мало ли что может быть в горшке с корнями, мало ли, ну, вдруг. На всякий случай я не использую удобрения повторно. А все оставшееся, естественно, выливаю. Роза Ганалис. Она совершенно случайно купила орхидею с цветоносом из точки роста. И она у нее все время цветет. Что сделать с цветоносом дальше? Пошли рост воздушных корней. Роза, от этой орхидеи вы можете дождаться только детку. Но пока она выпустит эту детку, она будет цвести, цвести, цвести. У меня тоже есть такая орхидея. Я ее недавно вам показывала. Она цветет, наверное, уже 1,5 года. О детках пока у нее мысли нет. Она выпускала 1 цветонос, 2 цветонос.
даже уже не из точки роста. Из точки роста я цветонос обрезала до первой живой почки. Вдруг она детку и оттуда может пустить. Поэтому оставила его. Сейчас она до сих пор цветет. Она и доращивает цветоносы. Ничего вы с ней не сделаете. Дождетесь детку. Есть большое видео на эту тему. Ссылочку оставлю. Пройдите, пожалуйста, посмотрите. Людмила Костенко. Был ли у меня такой случай, когда орхидея, выпустив цветонос, вдруг или замедлила его рост, или вообще перестала расти? Она этот цветонос срезала, решила, что не хватает сил у орхидеи. Вот у меня есть как раз такая орхидея, которая выпустила цветонос и перестала его растить дальше. Но я точно знаю, почему у меня это произошло. Я в этот момент не увидела этот цветонос и переставила ее в другое место. Орхидеи не любят, когда их переносят с места на место в момент роста цветоносов. Может быть, вы и правы, и не хватило сил для роста этого цветоноса. Еще у меня эта орхидея, она буквально отцвела месяц назад. Конечно, ее нужно сейчас подкармливать. И очень вероятно, что и сил у нее не хватило. Поэтому я не стану обрезать цветонос. Он маленький, он потихоньку сам по себе засохнет. А орхидею начинаю поливать с азотом. Она, кстати, начала расти листик. Если замирает цветонос, орхидея начинает растить листик, корни. Я ее еще и хочу пересадить, потому что она очень высоко в горшке над керамзитом. Надо углубить ее уже. Поэтому причин может быть несколько. Вот вы с вами определили две причины. Ей не хватает сил растить, перемещение по отношению к свету, а еще может быть жаркая погода. Вот было прохладно, хорошо, и вдруг, знаете, в этом году аномальная жара, стало жарко, орхидеи в это время не растят цветоносы. Они и цветочки сбрасывают, им 40 градусов это все-таки многовато. Обрезали цветонос. Если орхидея выпускает цветоносы, ждите следующего цветения, покормите орхидею, и она обязательно порадует вас цветением. Ник очень интересный. 3 буквы А, 2 буквы И. После цветения подкармливала орхидеи 2 месяца с удобрением с большим содержанием азота. Ну, как я правильно рассказываю, 1 раз в 2 недели, чередуя с чистой водой. Можно ли точно так же поливать монокалий фосфатом? Да, конечно, обязательно. Только 2 месяца удобрения с азотом – это маловато для орхидеи. Вот она у вас цвела. Я не знаю, какая у вас орхидея. Стандарт это, мини-орхидея. У меня обычно стандарты цветут по полгода. Вот полгода она была в цветении, не получала удобрений никаких. Отцветают где-то в начале лета или в середине лета. Им нужно дать время восстановиться, а не через 2 месяца полива. То есть вы успели поудобрять ее, ну, буквально 2, максимум 3 раза азотом. Я удобряю месяца 3-4, чтобы дать им восстановиться после цветения. Потому что когда мы начинаем удобрять монокалий фосфатом, мы делаем уже стимуляцию к цветению. И это тоже пройдет какой-то период времени, 2-3 месяца. Очень мало 2 месяца для удобрения азотом. Поливайте еще месяца 2. А монокалий фосфат нужно использовать, когда наступает, знаете, у нас межсезонье. То есть большой перепад температур между дневной и ночной. Вот это тоже большой стимулятор к цветению. Поэтому вот именно в этот момент нужно использовать монокалий фосфат. А поливаем мы монокалием фосфата до появления цветоносов и начала формирования бутонов. Когда начинают формироваться здесь бутончики, тогда мы перестаем орхидею вообще всем подкармливать.
Раиса Бурдина или Бурдина. Знакома ли я с ционом? Пользуюсь или нет? Оценку это чудо подкормки. Я не пользуюсь ционом. Во-первых, он дорогой. Во-вторых, не всегда его можно купить. Вот сейчас он появился, о нем говорят уже давно. Не пользуюсь еще потому, что у меня орхидеи растут в керамзите. Если вы видели этот цион, это мелкая такая... Я даже не знаю, как его назвать. Мелкие это камешки, или мелкая это слюда, или мелкой... размера там с крупный речной песок, или размера с перлит, такие маленькие гранулки. Гранулками их тоже невозможно назвать. Я просто недавно держала этот цион в руках. Это у нас вот такой вот пакетик, маленький пакетик, не банки, которые продают, даже маленький пакетик стоит 200 рублей. Конечно, 200 рублей это небольшие деньги, но я не вижу смысла применения у меня его в керамзите. Потому что если я его должна засыпать в керамзит, и там он какое-то действие должен оказывать. Но при первом поливе у меня из керамзита весь этот цион просто вымоется. Я об этом уже рассказывала. В чем его замечательность, как рассказывают о чудо подкормки? Новые технологии никто не отменял. Изобретается все новые и удобрения, и подкормки, и грунты. И грунты сейчас обогащают всеми этими сциолитами. Цион это циолит. Есть серамисы, которые обогащают специальными микроэлементами. У меня всегда только возникает вопрос. Я нигде не нашла информации, сколько будет этот цион работать в грунте. Я понимаю, когда орхидея растет в закрытой системе, но не все справляются с закрытыми системами, тогда этот цион у вас находиться будет там всегда. Но какой срок его работы? Помните, мы когда-то говорили с вами об осмокоте. Вот в осмокоте они четко дают определение, что этот осмокот работает 3 месяца в грунте, этот 4, этот 9 месяцев. И я понимаю, что через 9 месяцев осмокот, даже если остались там гранулки, то гранулки это осталась оболочка, а сам осмокот использовал все микроэлементы и все удобрения и больше не работает в грунте. А что с ционом? Нигде нет информации, сколько же он будет работать в грунте. Но не вечный же он двигатель, но есть же у него какой-то конечный результат, когда все израсходовано. И хоть он и замечательный, я им пользоваться не буду. Для меня это неприемлемо. И когда я не очень понимаю, что будет происходить с моей орхидеей, то ли она в этот момент будет стимулироваться для цветения, то ли для роста, то ли для того и другого. Но еще реклама – двигатель торговли. Безумная реклама этого циона, красивая банка, красивая картинка. Если у вас есть возможность, купите, попробуйте на одной орхидее. Поймите, сколько оно действует на вашу орхидею. Конечно, используйте. Но мне привычнее пользоваться простыми, недорогими, бюджетными удобрениями, в которых я понимаю, что я в какой момент предлагаю своим растениям и что они у меня должны в этот момент делать. Накс-накс. Есть 2 орхидеи с тонкими корнями. Не могу понять, в чем дело, что не так. Сога Вивин цвела, не переставая в коре, а потом как-то заснула, потом раскуклилась, но как-то все лениво и сонно. Но если вы не удобряли свои орхидеи в коре, конечно, она цвела, она все, что могла в себе, использовала для цветения. Цветение – это продолжение рода. А потом, нет у нее больше в ней калия, фосфора. Кора ничего не дает. Кора – это не удобрение для орхидеи.
что в коре, что в керамзите, что в любом другом субстрате нужно обязательно пользоваться какими-то удобрениями или подкормками для орхидей. Поэтому, когда она отцвела, она говорит, ну мне нечем уже ни расти, ни цвести, ничего делать. Вроде ничего не настораживает, но корни, но тонкие корни. Сколько вашей орхидеи лет? Ей 1 год, 2, 3. Вот показываю вам еще раз эту же лодочку. Вот это крайние орхидеи, 2 маленькие Сога Вивиан. Им 3 года. Пока они были маленькие. Я не имею в виду по листикам. По листикам они все время маленькие. Пока они были молодыми орхидеями, у них были тоненькие маленькие корни. И только на 3-й год они стали выпускать вот такие корни. То есть после того, как вы ее купили, опять же, обработка гормонами, орхидея должна перестроиться в своем росте. И когда она перестроится, она начинает выпускать хорошие корни. Когда вы ее начинаете удобрять, будь то кора, будь то керамзит, будь то другой субстрат, тогда она начинает растить хорошие корни. Но так как Сога Вивиан – это мини-орхидеи, у нее не может быть корней с палец толщиной. У нее они все равно тоненькие. Вот это, кстати, тоже, вот сейчас я еще раз покажу вам вот этот горшочек. Вот это тоже мини-орхидейка. Даже мультифлорка, но цветочек маленький, примерно как у Сога Вивиан. Вот ей всего год. Посмотрите, она растит корни, но какие они тоненькие, тонюсенькие. Она еще молодая. И вот только первые корни начинают расти чуть крупнее. Но орхидея уже... Сейчас я скажу, сколько ей. Так, сейчас вспомню. Мне ее подарили на день рождения. Ей 2-й год. Вот так, ей 2-й год. И вот эти первые молодые корешки очень тонкие. И вот только на 2-й год она начала растить корешки потолще. Но это говорит о том, что минимум как 1,5 года я ее уже удобряю. И вот тогда начинают расти более лучшие корни. Поэтому удобряйте свои орхидеи. Чем они будут старше, тем они будут лучше и цвести, и наращивать корни. Нина Тюменцева, вопрос тоже про корни. Но у нее, видимо, орхидеи или стандартные, или более крупные. Гиганты даже. Месяц назад, давайте внимательно слушать вопрос. Месяц назад пересадила 2 своих гиганта. А может быть, это орхидеи еще и взрослые. Они уже вылезали из горшка, точно взрослые. Почистила корешки, было много гнилых серых корней. Все сделала, как вы показываете. Вот они сидят и думают. Думают всего месяц. А корешки из слабо-зеленых превратились в серые. Пересадила в смешанный грунт. На дно керамзит, прослойку мха. Сегодня достала обе орхидеи. У одной корни пришлось обрезать. Осталось совсем немного. Поставила в глубокую стеклянную вазу. На дно положила немного керамзита и мха. Уберите мох. Сразу говорю. Так вот однажды выходила свою орхидейку. Вы за месяц сделали 3 пересадки орхидей. Орхидея старая. Не знаю, насколько старая, но даже если орхидее было, ну, предположим, 3 года, это омоложение орхидеи. И вы за вот такой короткий срок 3 раза ей сделали разную посадку. Да она даже додумать эту думу не успела, потому что орхидеи большие тугодумки. Вот я сейчас вам буду показывать орхидеи, наверное, на следующей уже неделе. Орхидеи, которые я разбирала, которые не пересаживали 8-10 лет. Я вам покажу, какие корни за месяц нарастила орхидея. И это очень скоростной рост орхидей. Орхидеи иногда думают,
и по 2, и по 3 месяца не выпускают корни. А вы думаете, что она через день начнет, как мята, которую поставил в стакан, она через 2 дня корни выпустила. Вот отрежьте кусочек мяты на каком-нибудь участке, поставьте ее в водичку, через 2 дня получите корни. Не растут так орхидеи. Тем более, что если вы сделали омоложение орхидеи без новых растущих корней, то это надо было почти реанимацию делать. Ну, то есть не реанимацию, а наращивание корней. Нужно было обрабатывать ее в Максиме, для того, чтобы дать ей толчок этому росту корней. А еще и за месяц ее 3 раза потревожить. Но орхидея она просто у вас в ступоре. Она не знает, что ей делать. Вы каждую неделю меняете содержание. Так что, Нина, если действительно у вас проблема, большая проблема с этими орхидеями, вполне может быть. Если у вас есть WhatsApp, оставьте телефон под этим видео. Давайте лучше с вами поговорим, и я посмотрю, как выглядит ваша орхидея, и подскажу вам, что сделать, чтобы они не погибли. А то еще сейчас и листы нижние листы начнут отсушивать, потому что ей питаться нечем. А это будет тогда уже полная реанимация. Еще один вопрос от Аленкиной бабушки. Она купила орхидею совсем без корней, но когда принесла ее домой, увидела мокрое студенистое пятно. Оно не растет, но еще на одном листочке появилось на краешке такое пятнышко. Орхидея без корней цветет, что с ней делать, обрезать ли листики, обрезать ли цветонос. Но если она у вас цветет, она не будет давать и растить корни. Это первое. А вот эти мокрые пятнышки настораживают. Так обычно начинается бактериалка. Если на кончике листа обрежьте этот кончик листа, обработайте его или перекисью водорода, или корицей. Посмотрите, не распространяется ли дальше от этого кончика. Потому что бактериалка это страшно. Дойдет до ствола, спасти будет крайне сложно. А мокрое пятнышко, которое сейчас не увеличивается, обработайте его или фитоловином, или привикуром. И тоже внимательно наблюдайте. При малейшем росте лучше обрежьте лист. Ну, а то, что касается, я надеюсь, что вы ее не разобрали. Если она не разобрана и продолжает цвести, поливайте по краю горшочка, дождитесь роста корней. Если вы ее разобрали, то нужно обрезать цветонос. Вот мне из вашего вопроса непонятно, что вы с ней сделали. Может быть, еще напишите, что вы сейчас предпринимаете. Тогда можно будет вам подсказать, стоит ли обрезать цветонос. И напишите, что происходит с пятнами, потому что ситуация не очень хорошая. На сегодня все вопросы. На сегодня суббота, поэтому вышло видео о обработке о системной обработке моих орхидей препаратами. А там вопросов появилось большое множество. Я хочу завтра снять еще одно видео. Вот ответы, все вопросы, которые будут сегодня заданы под этим видео, я отвечу вам, тоже сделаю среди недели, тоже сделаю на следующей неделе, вторник или среда, ответы на вопросы именно только вот под видео, которое вышло сегодня. Следите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Нажимайте на колокольчик, будет приходить оповещение о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, увидимся на канале. Друзья мои, вопросов становится все больше и больше. У меня к вам предложение. Если вы смотрите мой канал очень давно и знаете ответ на заданный вопрос, не стесняйтесь, пишите, делитесь своим опытом, учите молодых, пока неопытных архаманов
вспомните, как вы тоже недопонимали каких-то мелочей. Вот поделитесь этим всем под теми вопросами, на которые вы знаете уже ответ. Вы мне поможете отвечать на вопросы. Если вдруг что-то будет не так, я всегда поправлю. Не стесняйтесь ставить лайки, не стесняйтесь задавать вопросы, не стесняйтесь отвечать на вопросы, если видите, что ответа нет от меня. Делитесь своим опытом. И обязательно во вторник, в среду выйдет продолжение этого видео с ответами на вопросы. До новых встреч! Увидимся на канале.